Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам еще один узор из серии «Японские узоры». Узор только кажется вот насыщенным таким и сложным. На самом деле в исполнении очень прост. С вязанием этого узора справится даже начинающий мастер, если немножечко в него вникнуть и понять сам узор. Обо всем этом я расскажу в своем мастер-классе, а сейчас давайте полюбуемся узором. Я расскажу, из какой пряжи, какими спицами лучше его вязать. Вот так выглядит лицевая сторона этого узора. Узор в меру эластичный. В длину он меньше тянется, в ширину достаточно неплохо тянется. Но это еще и за счет пряжи, из которой связан мой образец. Если же вязать этот узор от горловины, он будет выглядеть вот таким образом. Вот. Изнаночная сторона его, как и у большинства ажурных узоров, гладкая и приятная к телу. Теперь о пряже. Образец у меня связан из стопроцентного хлопка мягкой скрутки. Вот, посмотрите, скруточка не жесткая. Поэтому пряжа это не косит и в вязании очень красиво смотрится. Толщина этой пряжи 280 метров в 100 граммах. И вязала я этот образец спицами номер 3,5. Рекомендации. Чем тоньше пряжа будет, тем элегантнее будет выглядеть данный узор, скажем так. И спицы под данный узор я бы не рекомендовала выбирать очень толстые, ближе к минимальным, которые рекомендует производитель к данной вашей пряже. Итак, приступим. На схеме указаны только лицевые ряды. Лицевая сторона вязания. Изнаночная сторона вяжется по рисунку за исключением платочного узора. Раппорт узора составляет 18 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Формируется узор в шахматном порядке, следовательно, вам нужно запомнить минимальное количество рядов. Для образца, который я буду провязывать вместе с вами, я набрала 39 петель, так как хочу показать нюансы, которые есть в начале и конце ряда. У меня здесь два раппорта узора, одна петля симметрии и 2 кромочные петли. Первый ряд кромочная, и сразу начнем с изюминки узора, начало ряда. Как видите по схеме, здесь идет 3 вместе лицевой, но у нас нету накида, который будет соответствовать третьей петле убавления, поэтому в начале ряда мы провязываем их как 2 вместе с наклоном влево. Далее идет накид, 1 изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 1 платочная петля. Я ее буду провязывать изнаночной все время и в лицевом, и в изнаночном ряду, потому что мне удобнее тогда не думать и не смотреть, где петельки провязывать на изнаночной стороне. Вы можете вязать это лицевыми петлями, на узоре это никаким образом не скажется. Далее идет накид, 4 лицевые, 3, 4.
2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петелек, чтобы они не получались у меня скрещенными. Вы смотрите по своим петлям, по своему вязанию и тоже акцентируйте внимание на том, чтобы петельки не получались скрещенными. Далее идет изнаночная и накид. Это я провязала один раппорт узора. Начинаем второй. 3 вместе. В данном узоре используется 3 вместе с второй центральной петлей. Для этого я 2 петли переношу на правую спицу. За работой поднимаю первую петельку. Центральная петля у меня перед работой, и я ее, возвращая на левую спицу, ставлю первой. То есть я первую и вторую поменяла местами так, чтобы вторая у меня была первой. И провязываю их одной лицевой петлей. Далее идет накид, 1 изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, 4 лицевые, 2, 3, 4. Накид, платочная петля, накид, 4 лицевые, 2, 3, 4. 2 вместе с наклоном вправо, 1 изнаночная и накид. Это я провязала раппорт узора. Но заканчивается ряд, чтобы количество петель у нас было одинаковое во всех рядах. Мы начинали ряд не 3, а 2 вместе. И заканчиваем не одной лицевой петлей симметрии, а 2 вместе мы провязываем с наклоном вправо. И кромочная петля. Количество петель у нас осталось неизменным, и узор получается в начале и в конце ряда симметричный. Второй ряд я провяжу, чтобы показать платочную петлю. Следующие четные ряды я провязывать не буду, потому что они делаются точно так же, как и второй ряд. Итак, кромочная петля. 2 изнаночные, накиды я провязываю также изнаночной петлей. 1 лицевая, и далее идет 11 изнаночных у меня. 2, 3, 4, 5, 6. Вот я дошла до платочной петли. Она 7 здесь у меня. Я ее провязываю тоже изнаночной петлей в изнаночном ряду. Если же вы полностью платочный узор вяжете лицевыми петлями, соответственно, вы здесь также провязываете лицевой. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Далее идет лицевая, 3 изнаночные, накиды также изнаночными, и опять лицевая петля. И 13 изнаночных, включая петлю платочного узора, потому что я вяжу ее полностью изнаночным. Вот. И вот так провязывается изнаночная сторона этого узора. Лицевая, накиды изнаночными, изнаночные изнаночными, все изнаночными, кроме вот этих дорожек, которые мы формируем. Третий ряд. Кромочная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 3 платочные петли, 2, 3, накид, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо.
изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 платочные петли, 3, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе с наклоном вправо, 1 изнаночная и лицевая. Это я провязала раппорт узора. Следующая лицевая, это у меня петля симметрии, кромочная. 5-й ряд, кромочная. По схеме 3 вместе, но в начале и в конце ряда мы вяжем 2 вместе. В начале ряда с наклоном влево, в конце ряда с наклоном вправо. Итак, 2 вместе с наклоном влево, накид, 1 изнаночная. Далее продолжаем. 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 5 платочных петель, 2, 3, 4, 5, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, накид, 3 вместе со второй петлей по центру. Я первую и вторую меняю местами и провязываю их 1 лицевой петлей. Накид, изнаночная. Продолжаем вязать 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 5 платочных петелек, 3, 4, 5, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, накид. И заканчиваем ряд не накидом, не 1 петлей, а 2 петельками лицевой с наклоном вправо. И кромочная петля. 7-й ряд, кромочная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 7 платочных петелек, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, изнаночная, лицевая петля. Это я провязала 1 раппорт узора и продолжаю вязать. Далее 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 7 петель платочного узора, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, лицевая. Я провязала еще 1 раппорт узора. Здесь идет лицевая, это петля симметрии и кромочная петля. То есть в конце и в начале ряда, как и на схеме указано, чередуется через раз. 1 раз мы 2 вместе провязываем, 1 раз петля симметрии только лишь лицевая. 9-й ряд, кромочная, 2 вместе в начале ряда, не 3, 2 вместе с наклоном влево, накид, 1 изнаночная. И продолжаем вязать по схеме. 2 вместе с наклоном влево, накид, 9 платочных петелек, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 изнаночная. Накид. Это я закончила раппорт узора. И продолжаю с первой петельки. 3 вместе со второй центральной петлей. Вот таким образом я меняю. При смене вторая петля перед работой должна быть. Далее накид. 1 изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 9 платочных петелек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. Накид. И заканчиваю ряд 2 вместе с наклоном вправо. И кромочная петля. 11 ряд. Кромочная. 2 лицевые. 1, 2. 1 изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 9 платочных петелек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная. 1 лицевая. Это я провязала раппорт узора. И повторяю. 2 лицевые. 1 изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 9 петель платочного узора. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 изнаночная, лицевая. Провязала еще 1 раппорт узора. Ряд буду заканчивать 1 лицевой петлей симметрии и кромочной петлей. Как видите, узор расположен, формирование его в шахматном порядке. И чтобы при переходе вот этом не запутаться, где что у вас, просто нужно быть немножечко более внимательным. И мы видим, что над центральной вот этой петлей ажурной дорожки формируется платочный узор, и по центру вот этого треугольничка формируется наоборот ажурная дорожка. Ну, давайте провяжем этот участок узора тоже вместе. Итак, 13 ряд. Кромочная, 1 платочная петелька, накид, 4 лицевых, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 изнаночная. Накид. Теперь нам нужно 3 петельки провязать вместе. Так, чтобы вторая петля была по центру. Я меняю первую и вторую петлю местами вот таким вот образом. И провязываю их 1 лицевой петлей. Далее идет накид, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 2, 3, 4 и накид. Это я провязала 1 раппорт узора. И продолжаю. Вот видите, здесь центральная петелька, и это формируется платочная петля. 1 платочная, накид, 4 лицевые, 2, 3,
4. 2 вместе с наклоном вправо, 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой со второй петелькой посередине. Вот таким образом я их поменяла и провязала одной лицевой петлей. Накид, изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, 4 лицевые, 2, 3, 4, накид. И еще один раппорт узора провязала. Заканчиваю ряд я петлей симметрии. Это у меня платочная петелька и кромочная. 15 ряд. 1 кромочная, я ее просто переснимаю. 2 платочные, я их провязываю изнаночными. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе с наклоном вправо, 1 изнаночная, 3 лицевые, 2, 3, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 платочные петельки, накид, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо. Следите, чтобы не было у вас скрещенных петелек просто. Изнаночная, 3 лицевые, 2, 3, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 1 платочная петля. Это я закончила провязывать раппорты узора. Заканчиваю ряд я 1 платочной петлей симметрии и кромочная петля. 17 ряд. Кромочная, 3 платочные, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, накид, 3 вместе лицевой с второй центральной петлей. Вот таким образом я их меняю местами и провязываю 1 лицевой, накид, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 5 платочных петелек, 2, 3, 4, 5, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, накид, 3 вместе со второй центральной петлей и провязываю 1 лицевой. Далее накид, 1 изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, накид и 2 платочные петельки. Это я закончила провязывать раппорт узора. Ряд заканчиваю 1 петлей симметрии, это платочная в данном ряду, и кромочной петелькой. 19 ряд. 1 кромочная, 4 платочные петли, 2, 3, 4, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 7 платочных петелек, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
1 изнаночная, 3 лицевые петли, 2, 3, 1 изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, накид и 3 платочные петли. Это я провязала конец раппортов. Ряд заканчиваю 1 платочной петлей симметрии и кромочной. 21 ряд. 1 кромочная, 5 платочных петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, накид, 3 вместе со второй центральной петлей. Я первую и вторую меняю местами петельки вот таким образом и провязываю их 1 лицевой. Накид, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 9 платочных петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, накид, 3 вместе я вот таким образом меняю местами петельки, чтобы вторая была посерединке, и провязываю 1 лицевой. Далее идет накид, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 4 платочные петли. 3, 4. 1 петля симметрии, она здесь платочная и кромочная петля. 23 ряд, это последний лицевой ряд раппорта нашего узора. Кромочная, 5 платочных петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 9 платочных петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Далее идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 платочные петельки. 4. Вот я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю 1 петлей симметрии. В этом ряду она платочная и кромочная петля. Вот что у нас получилось. Это 2 раппорта. Так, разместим его вот так. 2 раппорта в ширину, 2 вот таких ромбика и 1 в высоту. Надеюсь, узор вам понравился и вы найдете его применение. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек, красивых изделий и хорошего настроения. До встречи на канале.